Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. Сегодня буду оформлять торт. Торт оформлен в зимней тематике, и так как скоро Новый год, возможно, кому-то пригодятся некоторые элементы. Итак, начинаем оформлять торт. Сегодня будем оформлять торт сердца. Внутри у меня начинка шоколад-банан. Торт в виде сердца выходит без покрытия ганашем, примерно где-то 2 килограмма 300 грамм. Оформление у меня сегодня будет безмастичное абсолютно, то есть ни грамм мастики я не буду использовать. Самое популярное и актуальное сейчас покрытие — это кремом. Я использую крем творожный, который мне сегодня нужно приготовить. Пользуюсь я этим кремом уже в течение 4 или даже 5 месяцев. И для меня большим показателем было то, что, покрыв им трехъярусный свадебный торт, торт прекрасно перенес транспортировку в другой город. Естественно, я выровняла также ганашем, а потом покрыла творожным кремом. Все отлично, я на нем рисую, на этом креме, я покрываю его аэрографом, то есть окрашиваю. Все хорошо, меня он полностью устраивает. Пока я не нашла другого такого же идеального для меня рецепта, поэтому будем его опять делать. Вопросы по поводу этого крема не перестают поступать. И самый часто задаваемый вопрос — это творог. У всех почему-то крупинками он идет, и крем то у кого-то суховат получается, у кого-то он наоборот жидким. У меня он обычно все время одинаковой консистенции. Вот такой вот творог. То есть пачки, 200-граммовые, обычные пачки. То есть если я его сейчас перебью блендером, там уже никаких зерен не останется. И все хорошо получается. Поэтому найдите для себя идеальный творог, и все хорошо получится. Все продукты комнатной температуры. Начинаем взбивать масло на самой большой скорости вместе с сахарной пудрой и перебиваем блендером творог со сгущенным молоком. Взбили масло до пышного вот такого вот состояния. Творог перебила со сгущенным молоком, и, как видите, гладкая ровная масса получилась. Никаких краплений творога здесь не осталось. Соединяем лопаткой аккуратно в несколько приемов. Выровненный ганашем торт мы покрываем кремом. Торт у меня с холодильника, и крем на нем уже застывать хорошо начинает, поэтому поверхность можно будет выровнять прям до идеально ровной. Нанесли крем, полностью крем у меня ушел на торт. Теперь шпателем либо мастихином выравниваем поверхность торта. Работайте теми инструментами, которые вам удобны. У меня есть вот такие вот металлические шпатели, у меня их несколько штук, но мне ими работать неудобно, они для меня слишком тяжелые. Гораздо легче мне выровнять поверхность торта пластиковым шпателем. И вот таким вот образом, с помощью шпателя и мастихина, я довожу поверхность торта до ума. Сложнее всего выравнивать именно торты с нестандартной формой. Легче всего, конечно, круглый, крутанул столик, и все готово. 2-3 движения, и торт уже полностью ровный. Здесь же нужно немного времени уделить. Отправляю торт в холодильник, а пока займусь некоторыми элементами декора. Будем делать карамельные топеры. Зачищаем поверхность водкой. На этот коврик я и буду наливать карамель. К сахару добавляю глюкозу. Глюкоза у меня 43%. Для чего мы вообще добавляем глюкозу? Для того, чтобы у нас не были они желтыми. Конечно, можно сделать леденцы, которые мы привыкли в детстве делать. Это сахар и вода, все их делали, но они получаются желтенькие. А нам нужно, чтобы они были прозрачные, и если что, мы могли их окрасить. Сегодня как раз я и буду окрашивать. У меня будут леденцы-топеры с тематикой «Холодное сердце». Главное соблюдать пропорции и температуру выдерживать. 150, я уже это говорила в одном из прошлых видео, мы доводим сироп до 150 градусов. Огонь должен быть чуть выше среднего. Когда весь сахар растворился и смесь уже активно кипит, можно добавлять краситель. Я буду использовать сухой краситель, можно и жидкий, и гелевый. Буквально добавлю на конце зубочистки. Цвет сегодня я буду использовать Indigo Carmine синий, это красители K-Colors. Вы с ними уже знакомы. Все хорошо перемешиваем. Карамель сейчас у меня 135 градусов.
Это еще не готовый вариант. И я сейчас покажу, как проверить, если нет термометра. Шпажку окунаем в карамель и в холодную воду. Если еще мягенькая, то значит не готово. Теперь ложкой выливаем карамель на подготовленную поверхность. Сразу же можно приготовить шпажки. Это же у нас будут топеры, и они будут на шпажках держаться. Форму сразу придам. В одну точку я наливаю карамель, если я хочу, чтобы они были кругленькие у меня. Картинку для торта и для топеров я буду распечатывать на сахарной бумаге. Подготовила уже изображение, мне остается только лишь его пустить на печать. Вставляем мы сахарную бумагу вниз вот этим срезанным краем в лоток для бумаги и выбираем тип бумаги конверт. Практически все, чем я сегодня пользуюсь для оформления данного торта, это пищевой принтер Торт 3, сахарная бумага, также аэрограф и пищевые красители K-Colors водорастворимые. Все это можно приобрести в интернет-магазине «Успешный кондитер». И не забывайте пользоваться промокодом «ЯТортодел». При его указании вы получаете 6% скидку. Боковую поверхность торта я оттеню с помощью аэрографа. Разводим водорастворимый краситель водки. Водка быстрее испаряется. И никакой лишней ненужной влаги на креме не останется. Регулируем подачу краски. Если аэрограф начинает плеваться, это значит очень много красителя. Добавьте еще водки либо воды. Торт с холодильника. Начинаем окрашивать. Все достаточно. Налет на подложке убираем с помощью салфетки. Отправим торт в холодильник и завершим работу с топерами. Картинку, то есть сахарную бумагу, обратную сторону смазываю гелем глянец. Это специальный гель для съедобной бумаги. И наклеиваем на карамель. И сверху также можно пройти гелем глянец, как я сделала вот здесь вот оленя. Изначально вариант должен был быть оленя немного другой, но вот этот мне понравился больше, я его и оставлю. Этот леденец я оставлю для другого топера. Широкой кистью прохожусь по картинке. Так она больше сливается с леденцом, мне кажется. Но можно этого и не делать. Так, вот такие топеры у меня получились. Вот такие заготовочки я еще сделала для того, чтобы нарисовать здесь какие-либо элементы, например, снежинку. И вставляем пластиковой трубочкой в торт прям. Единственное, что леденец не должен соприкасаться с кремом, будет подтаивать, а то. Сахарную картинку я кладу прямо на застывший крем, на застывшую поверхность и аккуратно распределяю. Дальше оформляю на свое усмотрение. Хотела еще показать, у меня есть вариант, где я пыталась вафельную картинку прям между двумя слоями карамели пихнуть. Ну, что-то мне этот вариант не особо нравится. Но здесь два вида карамели, это бесцветная и немного окрашенная. Но все равно мне этот вариант не очень понравился. Но будем работать над этим. Вариант с сахарной картинкой мне нравится гораздо больше. Здесь у меня различные леденцы различных оттенков голубого и синего. На подложку на ганаш я прикрепляю меренги. Тут у меня произошел форс-мажор, я разбила леденец, уронила его на стол. Вот что у меня с ним произошло, поэтому прямо в срочном порядке сделала другой. Вставляем топеры прямо в подложку. Вот такой вот сказочный зимний торт получился у меня. Мне он очень понравился. И работать с карамелью мне понравилось, и оформлять карамелью мне понравилось. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго.